Привет! Сегодня мы с вами погрузимся в мир мобильной разработки, но посмотрим на него под особым углом. Это, знаете, как история о двух разных философиях. С одной стороны, у нас Kotlin и нативная разработка под Android, мир строгий, упорядоченный. А с другой Python и KiwiMD, где все гораздо гибче и универсальнее. Давайте начнем с ситуации, знакомой, наверное, каждому. Вот вы заполняете какую-нибудь длинную форму в приложении, поворачиваете телефон, чтобы было удобнее печатать, и бац, все пусто. Все, что вы только что ввели, испарилось. Так вот, это, казалось бы, досадная мелочь, на самом деле отличный ключ к пониманию одной из главных задач разработчика — как управлять состоянием приложения. И вот тут-то наши два мира и расходятся. Нативный путь, который предлагает Kotlin, это про максимальный глубокий контроль над одной конкретной операционной системой, в нашем случае Android. Это возможность выжать из нее все до последней капли. А вот кроссплатформенный подход с Python преследует совсем другую цель — универсальность. Написать код один раз, а запустить его где угодно. Две разные цели, а значит и две совершенно разные философии. Что у нас по плану? Сначала мы заглянем за кулисы и узнаем, какой тайной жизнью живет экран приложения. Потом разберемся в строгих правилах мира Android. Затем посмотрим на совершенно иной подход в мире Python. Ну а после устроим им очную ставку, сравним лоб в лоб. И в конце, конечно, подведем итоги. Итак, начнем с первой философии. Нативная разработка на Kotlin под Android — это, без преувеличения, мир, построенный на железобетонном порядке и тотальном контроле. И в самом его сердце лежит то, что называют жизненным циклом. Ключевое понятие, которое нужно понять, это activity. Проще говоря, это один экран вашего приложения. И вот тут самый важный момент. Не разработчик решает, когда этому экрану жить, а когда умирать. Нет. Всю его жизнь от начала и до конца контролирует операционная система Android. А разработчик может лишь реагировать на ее команды, следовать правилам. И эта реакция происходит по очень строгому сценарию, как по нотам. Все начинается с onCreate. Экран, так сказать, рождается. Потом onStart. Вот он стал виден пользователю. OnResume. Теперь он на переднем плане, и с ним можно работать. Если что-то перекрыло наш экран, например, входящий звонок, вызывается onPause. Если мы переключились на другое приложение, и наш экран совсем скрылся, это onStop. Ну и финал onDestroys. Экран уничтожается. Все предельно четко и предсказуемо. Казалось бы, ну что может пойти не так в таком упорядоченном мире? А вот в этой самой предсказуемости и прячется одна из самых известных ловушек, в которую попадаются многие. И имя ей — простой поворот экрана. Так что же на самом деле происходит, когда мы поворачиваем телефон? Система не просто, знаете, перерисовывает элементы по-новому. О нет, она запускает целый апокалиптический сценарий. Экран проходит через onPause, onStop и, самое главное, onDestroy. Он полностью уничтожается, со всем, что в нем было, а затем создается заново, с чистого листа, через onCreate. И вот тут мы возвращаемся к нашей проблеме с исчезающей формой. Это, как говорят, классика жанра. Если разработчик заранее не позаботился о сохранении данных, то при повороте экрана они просто исчезнут. Навсегда. Но, конечно, в этой строгой системе есть и спасение. Android — система суровая, но справедливая. Прямо перед тем, как уничтожить экран, она дает последний шанс и вызывает специальный метод onSafe-Instant-State. Это как бы такая спасательная шлюпка. В нее можно быстро упаковать все ценные данные, и уже после того, как экран родится заново в onCreate, эти данные можно будет извлечь и восстановить все как было. Да, порядок требует дисциплины. А теперь резкий поворот. Давайте перенесемся из мира строгого порядка в совершенно другую вселенную, в мир Python и KiwiMD. Здесь царит совсем иная философия, и в ее основе лежит принцип разделения. Этот принцип называется разделение ответственности. Если говорить по-простому, то это как мухи отдельно, котлеты отдельно. Идея в том, что код, который отвечает за то, как приложение выглядит, все эти кнопочки, цвета, шрифты, должен быть полностью отделен от кода, который отвечает за то, что приложение делает, то есть за всю его логику, не мешать одно с другим. И на практике это выглядит очень наглядно. Обычно у нас есть как минимум два файла. Первый — main.py — это, так сказать, мозг нашего приложения. Здесь живет вся логика. Проверка паролей, обработка данных, переходы между экранами. А второй файл, например, login.kiwi, это лицо приложения. Он просто описывает, как все должно выглядеть. Вот тут кнопка, она синяя, вот тут поле для ввода, а между ними вот такой отступ. И вот самое интересное.
Как эти два мира, логика и внешний вид, общаются друг с другом? Смотрите, в Kotlin мы обычно из кода ищем нужную кнопку по ее идентификатору и потом назначаем ей действие. А в KiwiMD все наоборот. Мы прямо в файле, который описывает внешний вид, у самой кнопки пишем: «Эй, кнопка, когда тебя нажмут onRelease, ты должна вызвать вот этот метод app_checkout из нашего файла с логикой». Связь устанавливается прямо из интерфейса. Как видите, это получается гораздо лаконичнее. Ну что ж, мы познакомились с двумя очень разными подходами, с двумя философиями. Кажется, пришло время свести их на одном ринге и посмотреть, кто и в чем сильнее. Устроим им поединок. Итак, давайте сравним их по ключевым пунктам. Жизненный цикл у Kotlin он явный, строгий, формальный. У KiwiMD он тоже есть, но он гораздо проще и менее навязчивый. Типизация. У Kotlin она строгая, статическая, что помогает ловить ошибки на раннем этапе. У Python динамическая, что дает больше гибкости. Производительность. Тут, конечно, Kotlin как нативный язык всегда будет впереди. Это гоночный болид. Но KiwiMD — это надежная рабочая лошадка, скорости которой хватит для подавляющего большинства приложений. Ну и, пожалуй, главная платформа. Kotlin — это только Android, а вот Python с KiwiMD позволяет писать код, который будет работать везде — на Android, iOS, Windows, macOS, Linux. Так какой же из всего этого можно сделать вывод? Какой подход лучше? Правильный вопрос здесь не «что лучше», а «что лучше подходит для конкретной задачи». Если все подытожить, то картина получается такая. Kotlin и нативный подход — это ваш выбор, если вам нужна максимальная мощность, запредельная производительность и глубочайшая интеграция с системой. Но платить за это придется сложностью и жесткой привязкой к одной единственной платформе. С другой стороны, Python и KiwiMD — это про скорость разработки, про гибкость и кроссплатформенность. Это возможность быстро сделать работающий продукт для всех систем сразу. Но компромиссом здесь будет не самая высокая производительность и меньший контроль над системой. В конечном счете выбор инструмента всегда зависит от цели. Если для вашей идеи нужна хирургическая точность, высочайшая производительность на одной конкретной платформе, тогда ваш выбор — это скальпель, то есть Kotlin. А если вам нужна универсальность, чтобы быстро решать самые разные задачи на любых устройствах, тогда вам нужен швейцарский нож, мультитул, то есть Python. Так что же понадобится для следующей идеи?